Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. Несколько дней назад мы посетили город Маргилан, который славится производством национальных тканей. На одном из таких производств шелка мы побывали. Я попробую показать весь процесс от А до Я. Приятного просмотра! Sinovli kunlarda bir-birimizga dalda va mehr oqibatli bo'laylik. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi. Ну все, приехали мы на производство, добрались. Сейчас будем ходить, снимать, смотреть, узнавать и все показывать. Просто сейчас мы заходим в мотальный, так сказать, цех. Там разматывают коконы и делают нити. Мы в мотальном цехе. Это первый цикл. Собранные коконы вываривают в кипятке. Вот в такой чаше. Нужно, чтобы каждый кокон хорошо проварился, чтобы из него мы могли вытащить каждую ниточку, насколько это возможно. Вот девушка находит нити из кокона. Их передает к другой девушке, и она уже каждую ниточку выводит в такие маленькие катушки, которые потихоньку наматывают на вот такие большие бобины. Все, вышли из мотального цеха. Вот, сейчас идем в лабораторию, а дальше на технологический процесс. А вот я сейчас покажу, это живые бабочки. В смысле живые? Сейчас покажу, это бабочки тутовые, которые уже померли. Вот. Это бабочки. Воняют, конечно, пипец как сильно. Но они дальше идут. На конце, последний. А куда бабочки идут дальше? На корм? В общем, куколок дальше используют уже, на корм. Даже некоторые у нас говорят, что в городе Бухаре, в нашем, такой город есть в Узбекистане, делают, оказывается, консервы из куколок и отправляют в Китай дальше. Второй этап: из бобин нити наматывают на катушки. И далее наматывают уже на конусообразные катушки. Эти катушки передадут в ткацкий станок. Вот такой станок, напоминающий большую катушку. Он служит основой для создания тканей. А вот эти железные дорожки нужны для плотности ткани. Чем их больше, тем ткань будет плотней. А это уже ткацкое производство, где ткется наша ткань. Это может быть газ или театральная ткань. После ткань окрашивают, наносят принты и отправляют на продажу. И сейчас посмотрим, что у нас получается. Народ, забыли показать, что получается это самое интересное. Финальный результат от этого всего производства. Тут вот шоурум этой фабрики.
Вот. И это уже вот все вот эти ткани. Так. И вот все эти ткани. Это ткани ГАЗ. Здесь это... у нас, да, ГАЗ представлен с различными принтами. Посмотрите. Более ГАЗ, чем отличается от туали, допустим, он самый такой прозрачный. Но при этом он очень комфортен в носке, особенно в летнее время. Вот это, кстати, непосредственно ГАЗ. Он, вот видите, такой вот прозрачный и очень красивый. Здесь, допустим, вот это батик. Роспись идет полностью вручную. И повторить рисунок невозможно. Все зависит от фантазии дизайнера. Здесь представлен уже шелк с хлопком. Отлично подходит для постельного белья. Расцветки различные. Не просвечивает, более такой плотный, износостойкий. У каждого принта есть свой смысл, своя история. Есть принты традиционные, восточные. Допустим, это туаль, шелк стопроцентный. Он более по плотности плотней и не так сильно просвечивает, как ГАЗ был ранее представлен. А здесь изображен из национального принта скорпион. Он самый популярный, больше почему его очень любят женщины, потому что он оберегает и отгоняет злых духов. Поэтому вот такие вот скорпионы обычно раньше, в древности, женщины прям любили носить здесь вот на груди, как бы оберегающие как бы до пояса. То есть это считалось таким вот символом значимым. И скорпионы, допустим, они уже начали более усовершенствоваться, добавляться различные такие вот ответвления. Есть сережки, ну то есть они не совсем сережки, как висячие сережки, а напоминает примерно вот этот же принт, только он перевернутый. Здесь он представлен более в таком классическом варианте скорпиона. Всех этих тканей прекрасно получаются платья, пижамы, халаты, даже верхние одежды, таких вот легкие жакеты, легкие пальто на такую раннюю осень. Плюс шелк, он же знаменит тем не то, что он просто такой красив и богат, его раньше позволяли себе только аристократы, потому что он очень был дорогой, но и сейчас он не один из дешевых материалов. Ценится тем, что он сохраняет в себе как тепло, так и в жаркую погоду будет всегда в нем прохладно. Особенно это актуально для нас, где у нас 40 и выше градусов по Цельсию. И, соответственно, у нас, так как восточные девушки, женщины, даже мужчины предпочитают носить изделия из шелка. Из шелка можно создавать не только как повседневную одежду, праздничную, вечернюю, также и используется в театральном искусстве, то есть делают такие вот красивые костюмы с стоячими рукавами, юбками, воротниками. Изначально вот такая у нас получается туаль ГАЗ Excelsior. Вот в таком цвете она создается, в белом, шелковистом, а дальше уже идет окраска, окрашивание, нанесение принтов. Делаются вот такие замечательные ковры. Здесь это работа ценная в плане того, что это все ткется вручную, а на каждый квадратный сантиметр доходит до 1600 узелков, а то может быть и больше. Все эти ковры, если даже взять вот такую дорожку, это все полностью из шелковых ниток. Все это ткется вручную, полностью каждый узелок, что здесь представлен, это все сделано вручную. И этим ценится наша ручная работа по всему миру. Да, это, конечно, стоит не так дешево, но такие вещи, они долговечны. Необычное переплетение, на первый взгляд, не скажешь, что это шелк, но это шелк. Это все ткется месяцами. Это не один месяц работы, кропотливого труда мастеров. Вот я вам показала небольшой кусочек из жизни, что касаемо шелка производства.
на самом деле следите за нами в Инстаграм. Всем пока!